Всем здравствуйте! На этом занятии мы продемонстрируем вам два способа вшивания молнии. Вот первый способ, который вы сейчас видите на экране, больше подходит для тех изделий, где не предусмотрен шов в месте вшивания молнии. То есть, в общем-то, в любом месте изделия, ну, как правило, это спина, конечно, вы можете вшить эту молнию на сетку, на бифлекс, просто пришив молнию. И после этого нужно будет рассечь место для открытия молнии. Вообще мы стараемся избегать установки молнии на изделие, потому что это всегда большой риск. Молнии, как правило, мы используем потайные, потому что так эстетичнее, они лучше выглядят. Но в то же время есть, конечно, существенный минус. Это их такая вот некрепкость, да? Всегда есть риск, что во время пиковой нагрузки максимальной молния может разойтись. Конечно, мы стараемся использовать, не стараемся, используем качественные молнии, но может случиться всякое. Сейчас вы видите, что на изделии нужно отметить центр, то есть к этому месту будет прикладываться центральная часть молнии. Немножечко опустить ленту ниже того уровня, до которого вы хотите ее дошить. Обязательно нужно определить место, где молния закончит раскрываться. То есть вам нужно будет обязательно просчитать длину раскрытия молнии таким образом, чтобы ваша фигуристка проникла в изделие. И после этого молнию нужно будет приметать. Старайтесь не сдвигать слой молнии и слой сетки либо бифлекса, который вы используете, друг относительно друга, чтобы центр не сместился и линия реза у вас не получилась кривой. Сейчас вы видите способ, при котором не нужно обрабатывать нижний край молнии. С лентой молнии сверху у нас пойдут либо под обработку, либо под стойку. После раскрытия молнии, пожалуйста, обратите внимание, когда вы будете ее проверять, ни в коем случае не пытайтесь закрыть ее до конца, потому что бегуночек может выскочить, и потом вы потратите очень много времени на то, чтобы вернуть его обратно. Вообще такой способ пришивания молнии вполне себе подходит как для сетки, так и для бифлекса. Единственное, о чем вам нужно помнить, когда вы проектируете дизайн, о том, насколько допустима деформация элементов в зоне, там, где у вас будет вход в изделие. Вы видели сейчас, если смотрели итоговый урок, как деформировались линии дизайна в месте, где расположена капля. Нас такой эффект устроил, и, в принципе, мы о нем знали, но это никак не повлияло на, в общем-то, эстетическое восприятие изделия, поэтому мы ограничились каплей, потому что, еще раз повторюсь, установка молнии – это всегда риск. Когда вы приметали молнию, вам нужно будет сменить лапку в машине на лапку для пришивания обычной молнии, не потайной. Вот таким образом установить свое изделие под машину и, собственно, пришить эту молнию. Делаем закрепочку, потом пришиваем одну сторону молнии, проходим через зубчики и пришиваем вторую сторону молнии. Проходим через зубчики, конечно же, мы очень аккуратно. Все-таки иглу, несмотря на то, что нам придется идти через толстый участок, да, иглу не старайтесь брать толстую какую-то, но максимум там 75-80, потому что будет при пришивании молнии, когда игла будет проходить ленту, может деформироваться шитье, поэтому толстую иглу лучше не устанавливать. Вы сейчас видели, что место перехода мы организовали чуть ниже отметки. Вот, ну, вы потом увидите, для чего это сделано, для того, чтобы потом можно было, был, в общем-то, запас на раскрытие. Подрезать до самого края не удастся, подрезать мы будем четко до отметки. То есть это то место у нас отмечено, где мы закончим наш разрез. То есть это то место, до которого молния должна раскрываться 100%, чтобы фигуристка могла проникнуть в изделие. После того, как мы закончили наши манипуляции с пристрачиванием,
нужно снять всю прометку, за исключением центральной линии, потому что именно по ней мы сейчас будем разрезать сетку, то есть рассекать ее. Старайтесь брать острые ножницы. Маникюрными делать это не нужно, потому что у вас образуется много заусенцев. И вот вы сейчас, действуя так же, как и мы в кадре, просовывая ножницы под сетку, будете ее рассекать. Опять же, повторюсь, старайтесь это делать аккуратно, без заусенцев, потому что срезать потом их крайне сложно. Каждый раз, когда вы будете пытаться их подровнять, у вас будет уменьшаться количество сетки в центре молнии, и чем меньше там сетки, тем сильнее она деформируется, тем она больше открывает молнию. Ну и хорошо, если она не выскочит вообще из строчки. Поэтому перед тем, как использовать такой способ, лучше все-таки протестировать для себя и такой тест показывать клиентам, как эта молния будет выглядеть в итоге при вот таком способе вшивания. Ну, я еще раз повторю, такой способ мы используем, когда у нас не предусмотрен шов. Вот сейчас, когда вы молнию раскрыли, уже после того, как пришили, нужно подрезать кончики, можно их подпалить зажигалкой, в общем-то, для того, чтобы они не распускались в дальнейшем. Но, поверьте, и так с ними мало что случится, ничего с ними не случится, тем более, если они у вас уйдут под обработку. Обязательно проверьте, как молния раскрывается, потому что если вдруг вы некачественно ее пришили, у вас она может просто не раскрыться из-за того, что вы пришивали слишком близко. Ну, часто слышу вопрос, обязательно ли использовать лапку. Вообще желательно крайне ее использовать, так вы получите ровную строчку и, что самое главное, на нужном расстоянии. Ну, если, конечно, вы давно этим занимаетесь, вы прекрасно понимаете, что это можно сделать и обычной лапкой, рассчитывая на свой глазомер. Вот вы сейчас видите, что мы срезали стороны молнии, саму ленту, на которой молния, в общем-то, держится, для того, чтобы она была максимально приближена по внешнему виду к ширине шва. То есть, чтобы она не была такой широкой и не выдавала свое присутствие наличием широкой ленты, потому что, несмотря на то, что она все-таки телесного цвета, все равно этот участок будет сильно выделяться на теле, ну, поскольку мы сейчас на сетке работаем. А если вы работаете на бифлексе, такой манипуляции не требуется, потому что молнию, конечно же, видно не будет. Даже если вы не подпалите зажигалкой, ничего страшного не произойдет, она не распустится. Ну, там, может быть, будут некоторые отдельные ниточки вылазить, но это вообще ничего страшного в этом абсолютно нет. Потому что, если вы видели на сторонах молнии, вот на самой ленте, там есть такие вот канавки, бороздки, если, по которым вы разрежете, если вы по ним разрежете, то молния сыпаться не будет. Ну, если вы, конечно, используете нейлоновую молнию, так же, как и мы. Сейчас вы будете наблюдать второй способ вшивания молнии. Смотрите, сейчас у нас сметан шов до места пришивания. И буквально вот сантиметра 4-5 сейчас нужно будет застрочить. Это делается для того, чтобы потом при вшивании молнии впоследствии это место выглядело аккуратно, чтобы вам не пришлось дострачивать вот эту часть. Это очень сложно сделать на эластичных тканях, так, чтобы слои не смещались друг относительно друга. Это место нужно будет надсечь, для того, чтобы вы спокойно могли подрезать припуск на шов и зайти туда оверлоком. Сейчас припуски вы видите в месте шва, где у нас будет физически находиться шов наш оверлочный. Они сметаны между собой, но еще проложена вот такая закрепочная строчка. Сейчас будет гораздо проще зайти оверлоком в это место, это будет выглядеть гораздо аккуратнее, и потом вам не придется что-то там подпарывать, вытаскивать нитки и что-то там стыковать. Прошиваем наши срезы на оверлоке. Потом вы уже, наверное, видели в предыдущих уроках, как заправляются оверлочные нити. Вот пока сейчас на экране вы это видите, я вам расскажу об еще одном способе вшивания молнии, вот в шов, да, когда у нас есть шов, куда мы вшиваем молнию, то есть это не разрез. Вы сейчас видите, что на верхней части, там, где у нас планируется вшивать молнию, обязательно отмечены припуски. То
есть они прометаны, вы можете сделать это ручкой. Именно к ним мы будем прикладывать змейку нашей молнии, то есть ее пластиковую часть. Но если вы вот прям уже до этого вшивали несколько раз, да, молнии, и у вас были проблемы со смещением одного среза относительно другого, то есть внизу образовался такой некрасивый залом или волна, или складка, попробуйте сделать следующим образом. Сшейте вот этот остаток шва под молнию на машине или сметайте, разверните его, разутюжьте, приложите молнию и приметайте молнию, обе ленты, обе стороны молнии на закрытый шов. Потом вы его можете распустить и пришить молнию. Если прям у вас совсем не получается вот совместить, вот никак у вас, бывает такое, знаете, вот, не получается. Или у вас поджимает сроки или время, вам вот некогда по несколько раз делать одно и то же, вы знаете, что у вас уже долгое время нет успеха, тогда можно попробовать сделать вот таким образом. Но там есть один такой нюанс при прикладывании молнии и приметывании на закрытый шов. Вам нужно обязательно соблюдать центр. То есть, когда вы прикладываете молнию на закрытый шов, вам нужно понять и все время контролировать именно центр вот этой пластиковой части молнии, где у вас молния будет смыкаться. Это не всегда просто сделать, и потом, когда вы уже пришьете, либо приметаете и вскроете этот шов, может быть такое, что молния легла кривовато. Но это не так сильно заметно, но тем не менее такой эффект есть. Поэтому вы поймите, какой дефект для вас хуже, и таким образом выбирайте способ себе, как вам удобно. Мы же сейчас будем приметывать и пришивать молнию на открытый срез, на открытые срезы, то есть мы прикладываем пластиковую часть молнии, вот саму змейку, саму пружинку к внутреннему контуру нашей детали, то есть тот контур, который мы прометали. Будем совмещать стороны молнии таким образом, чтобы они не сдвигались друг относительно друга. Вот именно для этого они и были приколоты. И потом уже пришивать на машине как раз на открытые срезы. Вы сейчас видите на экране, что молнию мы складываем лицо молнии, прикладываем к лицу изделия и таким образом действуем. Нам в этом помогает очень сильно вот та закрепочка, которую мы проложили, чтобы у нас как раз место, где смыкаются срезы, не волнило, не фалдило, не кривило, чтобы там не было никаких проблем. Конечно, периодически проверяем, чтобы все лежало ровненько, чтобы была стыковка, и приметываем, в общем-то, эти срезы. Сейчас вот при этом способе вы видите, что мы края ленты, то есть верхние края ленты, приложили к срезу. И излишки молнии мы будем срезать в нижней части, после чего будем их обрабатывать. После того, как вы сейчас приметаете молнию, ее нужно будет пришить на машине, то есть лапку нужно будет поменять опять как раз для пришивания уже именно потайной молнии. Когда мы с вами прокладывали строчку на предыдущем тестовом образце, то есть вшивали молнию, потом рассекали, там была лапка, напоминаю, пожалуйста, обратите на это внимание, для вшивания обычной молнии. Сейчас будет лапка для вшивания потайной молнии, поэтому если у вас еще и нет, нужно ею запастись обязательно. Опять же, будет вопрос, а можно ли обычной лапкой вшить, односторонне? Да, конечно, можно. Можно вообще без лапки вшить на самом деле. Но мы же стараемся сделать свою работу более удобной, комфортной, быстрой, без всяких переделок. Конечно, если у вас там развит глазомер, вы пачками вшиваете эти молнии, то можно и вручную вообще ее пришить. Как хотите здесь, мы советуем, как это делать быстро и комфортно. Вот вы сейчас видите, что молния приметана, все у нас совпадает, оставлен хвостик, вы видите, сейчас снизу, для того, чтобы было удобно вытащить язычок. Вот сейчас при пришивании молнии на машинке мы будем ориентироваться на свою отметку, которую мы сделали до этого.
обязательно, потому что если молния будет закреплена на разных уровнях, это тоже влечет проблемы в ее внешнем виде после пришивания. Обязательно разворачиваем в том числе и хвостик молнии, где нет зубчиков. Устанавливаем лапочку аккуратно, чтобы вот эта центральная часть легла в бороздку. Делаем закрепку и начинаем пришивать. Машина должна идти стабильно, без рывков, без дерганий, то есть ровненько, потихонечку, никуда мы не спешим, пришиваем молнию. Обязательно следим за тем, чтобы игла не попадала на зубцы. Но если вы правильно работаете этой лапкой, то у вас ничего никуда и не попадет. Вот когда вы почувствовали, что все, дальше для того, чтобы вам пришивать молнию, нужно деформировать ткань, останавливайте шитье, даже если вы не дошли до отметки. Если у вас такое произошло, значит, вам нужно на второй стороне сделать новую отметку на уровне окончания вот этой строчки, которую вы только что проложили. То есть обязательно у вас закрепки должны быть на одном уровне, чтобы не деформировалось у вас место вшивания молнии. Ничего не подтягиваем, ничего не припосаживаем. Вот как транспортер продвигает ткань, так и должно быть. Я много встречаю мифов о том, что нужно либо растянуть молнию, либо припосадить под лентой, под машиной при пришивании. Вернее, не молнию, а ткань, на которой вы пришиваете. Не надо ничего этого делать, это абсолютно лишние манипуляции, потому что если вы ткань растянете, у вас образуется под молнией потом залом. Если вы ткань припосадите, у вас образуется пузырь, потому что соседняя ткань растянется, а та, которую вы припосадили, останется припосаженной. Вы поймите, что ленты молнии, они не тянутся, и какие бы вы манипуляции там и танцы рядом не совершали с молнией, из этого ничего не выйдет, потому что сама по себе молния стабильна. Поэтому ткань, которую вы пришиваете к этой молнии, или наоборот молнию к ткани, должны быть в одинаковых условиях. Это вас не спасет, если вы что-то пытаетесь там проделать, какие-то манипуляции. Если вы ровно вшили молнию, у вас срезы соответствуют друг другу, все сделано аккуратно, то и молния будет вести себя соответствующе. Вот сейчас посмотрите, пожалуйста, видите, насколько четко все вшито, никаких проблем здесь не возникает. Вот этот уголочек, да, который возникает при переходе от молнии к шву, он образовывается потому, что припуск на верлочной строчке ложится на одну сторону. Сейчас посмотрите, как должно это выглядеть с изнанки. Видите, да, где наша закрепка сейчас, вот, которую мы делали в начале на ткани, оказалась. Вот желательно до края вот этих развернутых припусков, до места стыковки с оверлочным швом, молнию подрезать. Потому что все равно, если, например, вы работаете на белом бифлексе, да, то она будет просвечивать сквозь шов. Белые цвета все прозрачные, какой бы плотной ни была ткань. И желательно, чтобы вот этот припуск ее прикрывал. Если вот вы надели изделие, да, и видите, что просвечивает прям бифлекс, то, конечно, лучше молнию все-таки подрезать и подрезать, соответственно, припуски, которым вы пришили эту молнию. Для того, чтобы обработать край молнии, понадобится отрезок того же бифлекса. Это сделать очень просто. Нужно приметать вот этот кусочек бифлекса и потом пришить его зигзагом на машине. Если вы обратили внимание, мы делали закрепку, когда в начале, да, перед прокладыванием оверлочной строчки, прямой строчкой, не зигзагом. Это делалось для того, чтобы слои не смещались друг относительно друга, и вот этот маленький участок, простроченный по прямой, он никак не повлияет на эластичность. Нам важно, чтобы именно в этом месте слои лежали стабильно. То есть, велик риск на самом деле, когда вы пришиваете зигзагом, смещение слоев. И все-таки нужно четкий переход от молнии к шву, или наоборот. Сейчас нам достаточно закрепить наш кусочек бифлекса зигзагом, и, в общем-то, молния вшита, готова и приятна к телу. Пожалуйста, не ленитесь это делать, не поджигайте вы эту молнию в конце, не
жгите ее паяльником, там, не прострачивайте, не закрепляйте просто так ниткой, потому что все-таки вот это вот хвостик, да, вот эта сама эта пластмасска, сама эта змейка, несмотря на то, что она все-таки лежит на припуске, да, во время движения она из-под припуска выходит и царапает кожу. Ну, ничего в этом приятного нет, поэтому лучше заранее поберечься и все-таки этот краешек обработать. Ну, вот так выглядит наша молния в окончательном варианте. Все здорово, аккуратно, все хорошо лежит у нас, никаких проблем нет. Ну, желаю вам творческих успехов и удачного вышивания молний.